Всем привет, уважаемые зрители и любители армрестлинга! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы с вами поговорим о предстоящем турнире King of the Table 5, где Виталий Лалетин, спортсмен из России, встретится со спортсменом из Америки, Дэйвом Чаффи, и у них пройдет армфайт на правую руку. Будет такое некое противостояние Америки против России. С точки зрения популярности и бизнеса, данный армфайт будет интересен организаторам. Но будет ли он интересен вам, уважаемые зрители? На своем YouTube канале я выложил опрос, кто победит в армфайте между Дэйвом Чаффи и Виталием Лалетиным, и 80% людей выбрало Лалетина. Это говорит о том, что Дэйва Чаффи народ ставит андердогом. Давайте поразмышляем, почему именно так. Если посмотреть последние 3 армфайта Дэйва Чаффи, то мы с вами сможем понять, в какой форме на данный момент он находится. Первый свой армфайт, который проходил 27 марта 2021 года на King of the Table 3, он победил в противостоянии с Алексом Курдечи. Счет составил 5-1, и то 6-й раунд Дэйв подарил своему оппоненту. Алекс Курдечи не самый топовый спортсмен, и поэтому данный армфайт мы не берем в счет. Второй армфайт Дэйва Чаффи проходил 5 сентября 2021 года на первом этапе турнира ТОП-8 в противостоянии с Ливаном Сагинашвили. 6-0 с таким разгромным счетом Ливан Сагинашвили одержал победу над американским тяжеловесом Дэйвом Чаффи. Ливан не оставил ни одного шанса. Этот соперник, пожалуй, был один из самых сильных, с кем встречался Дэйв. Был еще, конечно, Денис Цыпленков, и Чаффи в далеком 2013 году сумел его победить. Третий армфайт Дэйва Чаффи состоялся 6 августа 2022 года на турнире «Восток против Запада» в противостоянии с Артемом Морозовым, где победу со счетом 3-2 одержал Морозов. Артем первые 2 раунда проиграл, но в третьем смог переломить ход событий и заборол Дэйва Чаффи. Последующие 2 раунда Артем с легкостью победил. Хотелось бы отметить, что Виталий уже боролся с Морозовым 4 апреля 2021 года за закулисным столом на турнире Siberian Power Show, и Виталий показал доминацию. Как сказал Денис Цыпленков, Чаффи в противостоянии с Морозовым не хватило выносливости. Первые 2 раунда он победил за счет силы, а потом забился. Чаффи хорош, конечно, во втором раунде. Как мы всегда смотрим, следим за ним, да, то есть как раз где сила имеет место быть, то он себя, конечно, показывает с хорошей стороны. А потом, когда он начинает уставать, уже неоднократно мы замечали, как говорится, поплыл, да, ну, тогда у него начинаются проблемы. Во втором раунде видно было то, что Артем его, скажем так, прихватил, поддержал его. Ну, я понимал то, что дальше Чаффи будет сложно, ну, зная то, что уже было до этого. Также хотелось бы отметить, 21 мая 2022 года у Дэйва Чаффи за 2 месяца до борьбы с Артемом Морозовым состоялся армфайт в противостоянии с Геннадием Кликвиня, где Дэйв проиграл со счетом 3-2. В итоге получается, что Дэйв Чаффи последние свои 3 армфайта проиграл и находится далеко не в лучших своих физических кондициях. Ведь до армфайта с Виталием Лалетиным осталось совсем чуть-чуть, и сможет ли он значительно прибавить в силе? Ну и конечно же выносливости, именно ее не хватает Дэйву в последних 3 раундах. А вот если посмотреть 3 последних армфайта Виталия Лалетина, то там совершенно другая картина. Первый свой армфайт, который проходил 7 декабря 2019 года, Виталий проиграл в противостоянии с Ливаном Сагинашвили в финале турнира ТОП-8, где армфайт закончился со счетом 6-0. Но Виталий единственный спортсмен, кто смог дать такое сопротивление Ливану Сагинашвили за последние 5 лет. Второй армфайт Лалетин победил в противостоянии с Красимиром Костадиновым, который проходил 31 июля 2021 года на первом этапе турнира ТОП-8. 6-0 с таким разгромным счетом закончился армфайт в пользу Лалетина. За место третьего армфайта выступает поединок Виталия Лалетина против Дмитрия Силаева на турнире AMC Чечня, где Дмитрий как в категории 95+, так и в абсолютке победил Лалетина. Но я бы не стал делать поспешные выводы из этого турнира.
Возможно, на тот момент у Виталия были свои жизненные обстоятельства, исходя из которых он сильно скинул вес и не смог подойти к турниру в пиковых кондициях. Но сейчас Виталий находится в прекрасной физической форме. Он набрал вес до 141 килограмма и регулярно тренируется, проводит спарринги с Дмитрием Силаевым. И невооруженным взглядом видно, как Виталий прибавил в силе. 27 августа наступит второй турнир AMC Чечня, где Виталий вновь встретится с Дмитрием Силаевым. И мы с вами узнаем, какой физической форме будет обладать Виталий Лалитин. Если сравнивать все эти армфайты Дэйва Чаффи и Виталия Лалитина, то Лалитин находится в более выигрышной позиции. Он гораздо лучше смотрится в этих поединках. На канале Мэтта вышло небольшое интервью Джоном Борзенком, что он думает по поводу Виталия Лалитина против Дэйва Чаффи. И Джон сказал: рука Дэйва Чаффи на данный момент, я считаю, самая сильная в мире в боковом нажиме, даже сильнее, чем у Ливана. У него суперсильная рука и кисть, он сможет контролировать ход поединка против Виталия Лалитина. Я думаю, Дэйв первые два раунда заберет на скорости, а дальше уже будет борьба. Вот такое мнение высказал профессор армрестлинга Джон Борзенк. Друзья, а как вы думаете, кто победит в этом противостоянии? Виталий Лалитин или Дэйв Чаффи? Пишите комментарии под видео. Также не забывайте подписаться на мой канал. Я выпускаю самые свежие новости из мира армрестлинга.